Для пароизоляции нашей мансарды мы будем использовать пленку из Ispan FD, так как у нее низкий показатель паропроницаемости и наличие теплоотражающей поверхности. Для монтажа нам понадобится двухсторонний скотч из Ispan SL на битумно-каучуковой основе, односторонний скотч Taiud и теплоотражающая лента из Ispan FL Thermo. Также простой сантехнический скотч и инструмент для монтажа. После того, как вы все это собрали, можем приступать к работе. Работать с двухсторонним скотчем из Ispan SL можно при температуре не ниже плюс 5 градусов Цельсия. Представляет он из себя вот такой вот рулон. Клейкое вещество непосредственно это бутилкаучук, нанесенный на силиконизированную бумагу. Клеить его лучше, конечно, на подготовленное, обеспыленное и прогрунтованное основание. Адгезия у скотча достаточно хорошая, но для лучшего приклеивания желательно прикатать его специальным пластиковым или резиновым валиком. И переходим к обклеиванию опорных стоек. Отрезаем две нужные по длине полоски и приклеиваем их к стойкам крест-накрест, предварительно сняв с одной из полосок скотча защитную бумагу. После того, как двухсторонний скотч приклеили, начинаем разматывать пароизоляцию по всей длине помещения. И начинаем крепить ее степлером сверху вниз, по стропилам. Когда приклеили полотно, то убедитесь, что все ровно получилось, нигде никаких складок нету. Берем нож и аккуратно вырезаем окно. Дальше переходим уже к приклеиванию пароизоляции непосредственно к стенам. Процесс приклеивания происходит достаточно просто. Сначала руками формируем угол, потом постепенно снимаем защитную бумагу со скотча. Придавили немножко руками, потом валиком прикатаем. Угол склеить тоже достаточно просто. То есть вот получается мы его разрезали примерно под 45 градусов. Здесь у меня двухсторонний скотч тоже наклеил. И склеили вот этот угол. Дальше также снимаем защитную ленту и приклеиваем дальше нашу пароизоляцию. Здесь все равно будет еще второй ряд скотча. Поэтому я пока вот это оставляю так вот болтаться. Здесь наклею потом скотч, лишнее ровненько по скотчу отрежу. Как вы уже успели заметить, нахлеста на стену у меня здесь вообще не получилось. Сделал я это не специально, точнее сделал я это специально, потому что мне важно было начать вот здесь от начала вот этих стоек, чтобы потом следующее полотно пароизоляции не резать его практически пополам. А здесь мне нужно будет отрезать там буквально сантиметров 15, чтобы был нахлест. И все, мне проще будет потом снизу полосочку пароизоляции сантиметров 20 отрезать и приклеить уже на стену с нахлестом на первое полотно. Сделал предварительную разметку сверху, снизу, чтобы просто ровно, аккуратно приклеить скотч. Заранее, конечно, подготовил полоску пароизоляции, отрезанную 25 сантиметров шириной. И еще один важный момент, не помню, говорил я или нет, стену тоже нужно подготовить, то есть обеспылить и предварительно прогрунтовать акриловым грунтом глубокого проникновения. Так, чтобы смонтировать второй ряд пароизоляции ровно, нужно, конечно, предварительно поставить отметки. Отмечаем нахлест, он у нас составляет 15 сантиметров. Ширина пароизоляционной пленки 120 сантиметров. Отмечаем от нашей отметки 120 сантиметров здесь вверх по скату и с той стороны вверх по скату. Ставим отметку, закручиваем саморез. Вот так. С одной стороны закрутили саморез и с другой стороны закрутили саморез. Я натянул шнур, по этому шнуру мы будем ориентироваться и ровно прибивать степлером пароизоляционную пленку.
Скобы бьем примерно через каждые 10 сантиметров, постепенно натягивая полотно, чтобы не было так называемых провисов и складок. Добиваем скобы до стоек, кладем степлер в сторону, берем нож и разрезаем пароизоляцию. Находим, значит, мы нашу стойку, отступаем от угла сантиметра 2 и разрезаем здесь полотно пополам. По центру стойки, скажем так. Плюс-минус миллиметр 2-3, чтобы разница не сыграет. Так, разрезали. Дальше ищем края самого бруса. Вот, нашли краешек, надрезали. Один есть. Второй край ищем. И разрезали, вот, грубо говоря, такой конвертик сделали. Что у нас из этого получается? Получается вот следующее. Вот так аккуратненько пароизоляция его обойдет. Для этого мы здесь, помните, приклеивали специально скотч двухсторонний. Сейчас снимаем защитную ленту со скотча и все вот так аккуратненько здесь оно все заклеится. Ну и с обратной стороны, с задней части. То есть здесь уже в принципе не важно. Здесь вот просто ровно по стойке, вот как идет, можно ровненько так и отрезать. Сзади уже все равно там будет много скотча, заклеиваться все по-другому немножко. Вот этот узел примыкания, ну, он очень редкий, как бы не стандартный, поэтому ну, можно сделать так, как я сделаю. Ну, в принципе, можно делать так, насколько хватит у вас фантазии, в принципе. Единственное, что, ну вот, допустим, вот эта часть у нас, которая заходит на стену, ее просто перпендикулярно этому отрезку, просто разрез здесь нужно сделать от угла. И получаем вот такое примыкание. Здесь тоже, чтобы обойти, разрежем пополам бруска. Здесь все равно, сейчас я дополнительную вставочку какую-нибудь сделаю, там, из куска пароизоляции, хорошо здесь заклеить, вставить ее сюда. Скотч будет держать. В общем, по месту всегда что-нибудь можно импровизировать, как бы здесь никаких стандартов нет. Для того, чтобы ровно приклеить второе полотно к первому, мы фломастером делаем отметки. И по вот этой линии мы клеим скотч. Сначала аккуратно обходим стойки, натягиваем пароизоляцию как нужно. И когда уже стойку обошли, только тогда уже снимаем ленту защитную и приклеиваем второе полотно к первому. Вот такой узел примыкания пароизоляции к стойкам получается. Но это еще не все. Досмотрите видео до конца, я там покажу вам, как это все еще проклеить специальным скотчем. Это очень важная процедура, в принципе, от которой зависит качество пароизоляции в целом. Дальше продолжаем монтаж пароизоляции. Но здесь уже придется немножко заморочиться, потому что скат переходит в перекрытие. И одному не очень удобно сформировать угол перехода одной плоскости в другую. Зафиксировали пленку степлером, после чего крепим двухсторонний скотч и склеиваем два полотна между собой. Завершающим этапом приклеивания нахлестов пароизоляции используем металлизированную отражающую ленту FL. Постепенно небольшими отрезками приклеиваем ее поверх нашего стыка, получая при этом очень надежную и прочную герметизацию нахлеста нашей пароизоляции. В следующем выпуске я расскажу вам, как можно качественно сделать пароизоляцию откосов, используя те обрезки, остатки, которые у нас остаются в процессе работы. И вам не придется покупать специальный пароизоляционный фартук, который обойдется вам гораздо дороже, чем вы сделаете его своими руками, используя всего лишь 4 кусочка пароизоляции. Если вы хотите сэкономить свои деньги и сделать все узлы примыкания правильно, то поставьте сейчас палец вверх, чтобы добавить это видео в избранное, или подпишитесь на канал. Тогда вам придет оповещение о выходе нового видео, в котором я, соответственно, покажу, как это делается. Ну а сейчас перейдем к завершающему этапу пароизоляции наших скатов и аккуратно заклеим примыкание пароизоляции к стойкам.
Для проклеивания примыканий я буду использовать скотч Тавик. Я потому что думаю, что он будет немножко понадежнее, чем наш Изоспан SL. Изоспан SL я уже поверх Тавика буду проклеивать все. В принципе, этого можно не делать, но у меня остается, поэтому хуже, я считаю, не будет. Как и перед любой работой, нам нужно сделать подготовку. Для этого нужно просто померить, какой длины нам нужны куски скотча. Я вот здесь сделал отметки на доске. У меня там сантиметров 25, по-моему, получается. И нужно нарезать сначала скотч нужной длины. Кроме длинных полосок скотча, по ширине, скажем так, нашей доски 150, нужно нарезать короткие по 50. И еще короче, такие вот по сантиметру, по 1,5 полосочки. Это для того, чтобы где-то обклеить можно было в сложных местах. Еще раз повторю, что поверх вот этого Тавика я еще пройдусь Изоспан SL металлизированным. Просто потому, что он у меня остался. Чтобы не выбрасывать, как бы сделаю, будет еще лучше. Мне остается утеплить перекрытие и буду переходить уже к финишной отделке мансарды. Не забудьте кликнуть на значок с поднятым пальцем вверх внизу под видео. Всем хорошего настроения, всем пока, до скорой встречи.